Всем привет! Меня зовут Элина Федорова, и сегодня видео будет про уход за кожей. Очень актуальная тема для девушек. И сегодня у меня в гостях Юля, косметолог. Это тот человек, благодаря которому я узнала множество полезной информации. Мне очень жаль, что я не узнала о некоторых вещах гораздо раньше. Это тот человек, благодаря которому я поменяла полностью свой уход, поменяла причем кардинально. Да, меня зовут Юля, я косметолог, я работаю на данный момент с Барбарой Стерм, и также у меня есть своя студия. Я к Барбаре Стерм давно стремилась, это была моя цель и мечта попасть к ним. Я знаю, что этой косметикой сейчас очень многие звезды пользуются, очень многие известные блогеры, причем я знаю, что Барбара, она рекламы как таковой не делает, то есть они это по своей доброй воле делают, либо, возможно, она им как подарки дает, и они там выставляют. И косметика безумно дорогая, вот в чем ее такая какая-то особенность, либо что в ней такого особенного, почему вот так? Наверное, чуть-чуть расскажу про Барбару, два слова, чтобы люди понимали. Вообще, Барбара доктор, и у нее есть своя клиника в Германии, куда еще 15 лет назад съезжались звезды, просто я раньше об этом не знала, такие как Ким Кардашьян, очень известные люди. У нее есть такой легендарный крем, когда она берет с вены кровь, то есть нашу плазму, и она эту плазму помещает в крем. Этот крем называется MC1, он очень заживляющий. Это набрало очень такой большой популярности, ну и прошло очень много лет, Барбара решила переехать в Лос-Анджелес. Она такая уникальная и такая дорогая, потому что ее позиционирование, то, что она чистый бренд, она органик бренд, она не использует в своем составе ни эфирных масел, там нету парабенов. Она не тестируется на животных, а Барбара сама очень против этого, и она всегда доказывает, что это не обязательно, этого делать не нужно. В ее косметике присутствует знаменитый ингредиент пуртулак. Сейчас о нем все говорят. Это очень такой сильный анти-эйдж ингредиент, который буквально в каждом продукте ее находится. Также она придумала уникальную формулу гиалуроновой кислоты. То есть у нас есть ее гиалуроновая кислота и есть, например, гиалуроновая кислота на рынке, которая стоит $30-50. Казалось бы, какое между ними отличие? Отличие в том, что она создала такую формулу, где уместила маленькую и большую гиалуроновую кислоту. Что это значит? Что эта гиалуроновая кислота войдет намного глубже в слои кожи и будет работать совсем по-другому. В принципе, она будет работать не как гиалуронка за $50, а будет работать как гиалуронка за $350. Почему это так важно? Потому что нам надо, чтобы она вошла в глубокие слои кожи и, в принципе, осталась там поработать. И вот у нее есть две молекулы, одна идет глубже, а вторая как закрывает кожу. Мы даже знаем просто, вот, когда мы пользуемся сывороткой, когда мы наносим крем. Сыворотка — это всегда маленькая молекула, а крем это ее защищает. Поэтому формула настолько уникальная, что она как является заменой вот инъекциям, да, вот вводит инъекции гиалуроновой кислоты под кожу, а Барбара позиционирует эту гиалуронку, что она без инъекций может очень глубоко войти в глубокие слои кожи. То есть, по сути, гиалуронка одна и та же, да, в других брендах, то есть суть только в том, насколько она качественно работает и проникает туда, куда нужно. Так, суть в ее формуле, но гиалуронка не одна и та же, это очень высокое качество. То есть там тоже есть свои какие-то особые параметры. Да. Она годами над этим работала. Этот пуртулак, кроме того, что он очень богат на омегу, он очень богат на витамины, там есть A, B, C, там есть витамин E. Это очень сильный ингредиент, как анти-эйдж. Также вот Барбара Стерм, если ты заметила, может, ты когда-то видела с ней интервью, она всегда говорит про, у нее есть такое слово, она постоянно повторяет anti-inflammatory. Это означает противовоспалительное действие. То есть все ее ингредиенты, в особенности пуртулак, имеют противовоспалительное действие. И это очень важно, потому что она также постоянно говорит о inflammation. Inflammation – это воспаление в организме. В принципе, она редко употребляет стимуляцию коллагена и слова, которые мы всегда зачастую слышим от косметологов, и всегда она употребляет воспаление организма, потому что воспаление – это и есть наше старение. Оттуда, в принципе, очень многие процессы старения начинаются. И вот пуртулак – это тот ингредиент, который как раз подавляет воспаление. Самое его уникальное свойство в том, что он активирует теломеразу. У
хромосомы есть два конца, и эти два конца называют простыми словами колпачками. Это есть наши теломеры. У них есть такое свойство раскручиваться. То есть, что это значит? Чем длиннее у нас теломеры, тем медленнее мы стареем. Чем больше они раскручиваются, тем старение происходит быстрее. Поэтому так важно пуртулак в составе косметики Barbara Sturm, потому что этот пуртулак стимулирует теломеразу. А теломераза, в свою очередь, влияет на теломеры. Мне вот интересно, ты сказала про воспаление. Ты имеешь в виду любые воспаления, да? Ну, то есть мы сейчас говорим про любое заболевание в организме, которое у нас происходит, неважно, что это может быть как и кожное воспаление, так и внутри самого организма, так и перелом руки, либо проблема с позвоночником, это все воспаление. Так и есть. Это все влияет, насколько быстро мы постареем. Если мы возьмем очень просто акне, это тоже воспаление. Что касается этих теломеров, то есть я так понимаю, у каждого человека есть своя генетическая предрасположенность, насколько у тебя короткие либо длинные эти теломеры, то есть это уже этим обусловлено, насколько мы быстро либо медленно будем стареть. Это так, но тут есть такой нюанс, что в принципе от тебя все зависит. Даже твоя цель это сделать все так, чтобы они не укорачивались, но это все зависит от твоего образа жизни, от твоего питания. Все, что ты делаешь, занимаешься спортом, кушаешь, ухаживаешь за собой, то есть тут и курение, и алкоголь, тут все в целом. Все зависит от тебя. То есть генетика, она генетикой, но на самом деле генетику мы можем, так сказать, встать над генетикой. Поэтому ты можешь как свою жизнь ухудшить, так ее и улучшить. Я, может, тебе когда-то рассказывала, насколько много делают сейчас экспериментов. Даже когда я была на лекции с профессором LED-лампу Салума, они всегда любят делать вот такие эксперименты. Брать двух близняшек, например, проходит 40 лет жизни человека, и потом они их сравнивают. То есть, казалось бы, генетика была же у всех одинакова. Они должны были повзрослеть одинаково. Но нет, один человек, например, живет в Майами, вот это конкретный случай, который я помню, две сестры, она жила в Майами, у нее был образ жизни, то есть она пила, курила, она всегда ходила на пляж, то есть она всегда была под солнцем, она никогда ничего там не пользовалась солнцезащитным кремом, да, например, она кушала все, что хотела. Вот вторая женщина, которая прожила такую же себе нормальную, обычную, спокойную жизнь, но при этом она питалась хорошо, то есть healthy lifestyle, она занималась спортом, она не лежала с утра до ночи под солнцем, у нее было другое мышление, и еще она была, кстати, счастливая в браке. Вот это очень важно. А та была, у нее не было ни мужа, ни детей, она была в разводе, как у нее там своя разгульная жизнь была. И сравнили этих два человека. И видно, что они как бы одинаковые сестры, но то, что, например, солнце даже сделало, просто даже фото старения, да, мы не заходим далеко. То, что солнце сделало с ее кожей, это просто по сравнению с ее сестрой две огромные большие разницы. Наш уход, он, конечно же, очень важен, но это, я так понимаю, тоже как бы верхушка айсберга, а там еще очень много других разных вещей, которые человек должен делать для того, чтобы иметь хорошую кожу. Все на самом деле идет изнутри. Очень важно состояние желудка, очень важно состояние щитовидной железы, гормонов. То есть это в целом то, что происходит у нас внутри, мы имеем снаружи. Если человек будет заботиться только о спорте и о питании, то в принципе все будет хорошо, но он не будет выглядит так же ухоженно, красиво, у него не будет такая же сияющая кожа, у него все равно появится птоз и пойдут первые признаки старения. Поэтому также важно наряду с диетологом, например, эндокринологом, иметь косметолога своего. И также наоборот, если человек будет всю жизнь ходить только по процедурам и делать уколы красоты, ничего не поможет, если у него будет очень много проблем по здоровью, проблемы с желудком, если он не будет заниматься спортом и если он не будет правильно питаться. То есть оно настолько связано, это на самом деле такая целая огромная система. Также, Юлия, я знаю, что ты уже 2 года подряд работаешь на Оскаре, ты делаешь фейшл различным знаменитостям. Расскажи вообще, как это все происходит, с какими людьми тебе удалось поработать и какие процедуры они делают? Это зачастую очень большие имена. Это Камерон Диас, Шарлиз Терон, Леди Гага, Мила Кунис, много, их на самом деле очень много, и я всегда не могу всех вспомнить. Они очень сильно ухаживают за собой, и это правда. И вот именно они ходят на уходы. Вот кто мне очень сильно понравился, Эльза Гонсалес. Она когда зашла, я такая, знаешь, я прям, это невероятной красоты девушка. Она очень красивая, очень ухоженная. Как я, ребят, вам и говорила, я полностью поменяла свой уход. Я купила абсолютно все новые продукты, я заменила все, и я не помню, когда я в последний раз покупала, если честно, столько косметики.
линейки, и все это я купила благодаря Юле, благодаря ее советам. Здесь, кстати, не только Барбара, здесь у нас несколько брендов. Есть кое-какие продукты, ну, которые просто крутые, от других брендов, и ничего страшного, если их миксовать. Но все-таки лучше не устраивать винегрет. Я думаю, лучше все-таки придерживаться одной какой-то линейки, но в виде исключения можно включать что-то другое. Да, одна линейка — это всегда хорошо, потому что создается формула, и производитель хочет, чтобы ты, конечно, следовала правилам, и в этом есть смысл. Но в твоем случае я хотела тебе добавить чуть-чуть кислотного ухода, но так как у Барбары философия такая, что она против кислот, значит, нам пришлось подключить некоторые продукты от Biological RSHEM. А все остальное у нас от Барбары, и у нас еще присутствует одна японская маска, о ней мы тоже поговорим попозже. Ну и солнцезащитные у нас пока тоже от другой Я, кстати, помню, когда я пришла к тебе домой, вывалила всю свою косметику и говорю, рассказывай, что мне подходит, что нет. Я там тоже много всего купила от бренда Dermalogica. Кстати, ребят, бренд Dermalogica — это хороший бренд. То, что я вам показывала в прошлом видео, у них действительно тоже есть крутые, хорошие продукты. Много из того, что я купила, так как я купила просто наобум, я неправильно подобрала себе продукты эти. И, во-вторых, почему я перешла именно на этот бренд, потому что он все равно как бы, ну, уровнем выше, скажем. И я помню, что первое средство, кстати, которое я неправильно себе выбрала, это был гель для умывания. Пенка или молочко, или гель всегда должен быть такой, который не будет нарушать pH кожи. Это очень важно. И зачастую люди покупают какое-то пенящее средство, и им нравится, чтобы чувство было как вот до скрипоты чистое, а вот это, к сожалению, неправильное чувство, и это не значит, что ты очень хорошо помыла свое лицо. Я реально допускала эту ошибку, и мне тоже казалось, что если я вот умылась, я прям чувствую, что чуть ли не каждая пора открылась, что оно все такое, знаешь, вот прям чистое-чисто, значит, это круто. Да. И вот я помню, что вот средство от Барбары, мне вот казалось, что оно настолько нежное, что казалось, что оно даже не работает, не знаешь, моет. словно оно даже не умывает. А потом я, когда тоже ты мне рассказала, объяснила, я начала читать в интернете, что действительно кожу ее вообще не полезно так вымывать. Одна из ошибок делают то, что они очень часто умываются. Люди умываются рано, люди умываются вечером, и люди, например, идут в йогу, они умываются перед, и они потом потеют, например, хат-йога, и они потом умываются еще раз. Что они делают? Они нарушают, вымывают хорошие бактерии, нарушают микробиом, и твоя кожа никогда не скажет тебе спасибо за это. Она наоборот, она начнет реагировать проблемами. Поэтому частое умывание — это также нехорошо. Вторая твоя ошибка, я помню, ты мне показала отшелушивающее средство, это exfoliation product, насколько я помню, у нас тоже говорят, называют это эксфолиацией. В виде пудры такое была штука. Да. Она, кстати, очень круто очищала кожу, но что я делала? Я использовала каждый день. Этого ни в коем случае нельзя делать. Сейчас очень многие блогеры, очень много в Инстаграме мы можем увидеть такого, что все советуют, например, кислоты, пилинги в домашнем использовании. Что происходит? Люди всегда делают вот эту эксфолиацию. Почему они ее любят? Потому что когда ты сделала эксфолиацию, лицо выглядит таким классным, сияющим, гладеньким. Вот они обожают вот это чувство. Но они забывают, что нельзя делать эксфолиацию очень часто. Если ее делать очень часто, то наоборот, тебя начнет сушить, кожа начнет быть раздражающая, начнутся покраснения, и потом человек не понимает, так вроде бы же я делаю все настолько классно, почему у меня начались проблемы, почему я чувствую сухость. Поэтому делать эксфолиацию каждый день, даже через день, это нельзя. Надо дать время коже восстановиться. То есть эксфолиацию мы делаем 2 раза в неделю. Еще я слышала, что скрабами нельзя пользоваться. Ты мне говорила, кажется, об этом. Очень удивляюсь, когда я до сих пор слышу о скрабах, потому что скрабы повреждают кожу. И сейчас такой век, где нам скрабы не нужны. У нас есть самые нежные, самые мягкие энзимы. У нас есть самые классные формулы кислотные. Даже, да, вот, например, вот, пожалуйста, тоник. Шикарная формула. Поэтому, когда мы пользуемся скрабами, мы нарушаем нашу кожу. Это то же самое, что ты сухими ногами ходишь, например, по пустыне, в песке. То есть песок — это что же скраб? Мы ходим нашими ногами, и что с ног потом случается? Они ранены, они пересыхают, трескаются. То есть это то же самое состояние. Вот потом посмотрите на ноги, и вы увидите, что будет, если вы будете по песку очень долго ходить. Вот это то же самое, что не надо использовать скрабы на лицо. Зачем? Для тела шикарно используйте, для всего используйте тело, но для лица
лица это уже не нужно. Кстати, что касается этапов того, как нужно ухаживать за кожей. То есть сначала мы очищаем. Я использую для очищения сейчас вот эту вот пенку от Барбары. Затем человек, например, если он хочет отшелушить кожу, он может, в принципе, использовать этот энзим, да, если есть такая необходимость, но это и не обязательно, я так понимаю. Энзим у нас, например, это пудра, да, которой ты пользовалась отшелушивающая, или это может быть любая другая. Мы ей пользуемся 2 раза в неделю. И зачастую я советую маску делать 2 раза в неделю. Так вот, чтобы сильно не думать и много, так сказать, не заморачиваться, мы можем делать в тот же самый день, когда мы делаем эксфолиацию, в тот самый день мы можем делать и маску. Потому что мы с ним, да, она увлажняет, она питает, это будет такой мини-мини-мини фейшл. И ты никогда не забудешь, ты будешь делать эксфолиацию, маску, то есть умылась, сделала эксфолиацию, сделала маску, это все сняла и пошла свой ночной уход. Так, теперь идем дальше. После очищения. После очищения мы очистили кожу. Если мы не делаем эксфолиацию, но у нас такой уход, что мы делаем. У нас эксфолиация очень мудрая, умная и с грамотной формулой. Мы используем Biological Recherche P50 Toner. Этот тоник очень популярный. Biological Recherche, я уверена, что это очень популярно в наших странах тоже. Его называют фейшелом бутылки. Все звезды пользуются, и это правда. То есть это не просто какой-то пиар-ход, это действительно правда, это действительно так. Он содержит кислоты, но он твою кожу еще и увлажняет. То есть там содержатся разные экстракты, там содержится глицерин, он богат витаминами, плюс там есть фруктовые кислоты, которые вот снимают ороговевший слой, но они это делают очень-очень нежно. Практически так, что ты никогда не почувствуешь, что у тебя кожа сухая. Если ты едешь отдыхать, ты продолжаешь всем пользоваться, но 2 продуктами, которые содержат кислоты в своем составе, мы оставляем дома. Мы это можем сделать перед отдыхом, но не на отдыхе. На отдыхе самое главное солнцезащитный крем. Мы защищаем кожу и увлажняем. И маски восстанавливающие. Что мы делаем дальше? После тоника мы наносим сыворотку, а потом крем. Почему сыворотка идет всегда в начале, а крем ее закрывает? Потому что сыворотка это маленькая молекула, она проникает в глубокие слои эпидермиса, а крем это большая молекула, и он ее как бы закрывает и держит влагу, то есть увлажняет. Но, так сказать, рабочая лошадка это всегда сыворотка. И если вы будете пользоваться только сывороткой, но не кремом, это большая ошибка, потому что в принципе никакого результата не будет, и сыворотка так не работает. Она всегда идет в комплексе с кремом. Они работают как будто вместе. Вот тогда мы получаем самый лучший результат. А если мы, например, неправильно, да, сделаем, нанесем сначала крем, а потом сыворотку, то есть таким образом сыворотка просто не проникнет. Да, мы просто закроем ей проход. Ты мне порекомендовала купить много сывороток, и тоже для меня было новым, что можно нанести, например, не одну сыворотку, вот, например, несколько и как бы слоями. У меня 4 сыворотки, 2 утром, 2 ночью. В принципе, то, что и делаешь ты, у тебя их 3. Это называется layering, то есть это как наслоение. Но наслоение всегда должно быть грамотное и умное. Это не значит, что чем больше мы косметики на себя нанесем, вот такой тяжелой, жирной, наша кожа не дышит, это хорошо. Нет. Эти сыворотки, они практически водяные. Ты знаешь, они очень легкие, и одна дополняет другую. Например, у нас с тобой сейчас есть Clarifying сыворотка, Anti-Age и ночная сыворотка. Каждая из них несет свои какие-то задачи. Мы можем их смешивать, потому что одна убивает бактерию, она более антибактериальная, она предотвращает высыпание. Вторая, Anti-Age, она, кстати, еще более сильная, чем гиалуроновая кислота, потому что тут есть и гиалуроновая кислота, и тут есть очень много концентрация пуртулака. И у нас еще есть Night Serum, это одна из моих самых любимых, она регенерирует кожу, пока мы спим. Например, на нашу кожу влияет очень много факторов, когда мы стареем, то есть это как изнутри, так и от внешних факторов, например, фотостарение, свободные радикалы, даже стресс, да, то есть все это старит нашу кожу. И эта сыворотка работает так, чтобы полностью ее восстанавливать, пока мы спим. Но что мы можем делать? Мы можем их смешивать. То есть, например, ты используешь антибактериальную и анти-эйдж утром, а ночью ты ложишься спать, и ты используешь антибактериальную, которая контролирует выработку подкожного сала, которая будет предупреждать высыпание, ты ее смешиваешь с ночной сывороткой. То есть ты получаешь как антибактериальный уход, плюс ты все равно сильный анти-эйджинг и восстанавливающий уход получаешь ночью, пока ты спишь. Потом идет крем. Мы тебе выбрали Face Cream.
Это для нормальной кожи, он может быть и для нормальной комбинированной, он даже иногда может быть для сухой кожи. После крема, если это день, не вечер, и ты не идешь спать, мы, конечно, наносим солнцезащитный крем, но, например, ты можешь тоже нанести еще одну сыворотку, она как finishing serum, то есть она завершающая сыворотка, и она дает тебе сияющий вид, да, но не тот вид, который мы хайлайтом наносим, а такой более здоровый. Действительно, лицо очень выглядит ухоженным. И ты знаешь, это не просто как бы сыворотка для того, чтобы ты сияла, ходила, это anti-age. Тут еще содержится витамин С, то есть она уходовая. И тут каждая сыворотка, у нее все продукты, вот, которые бы не были, даже вот бальзам, да, он очень, на самом деле, он разрабатывался 4 года, и кроме того, что ты можешь его наносить на губы, ты можешь его наносить под глаза на ночь, если у тебя очень сухая кожа, и вот снова возвращаемся к сиянию кожи, ты можешь взять его и чуть-чуть нанести сюда, вместо хайлайтера, и у тебя будет то же самое, такое здоровое сияние изнутри кожи. Дальше у нас с тобой еще 2 серум, да, насколько я понимаю. Это Anti-Pollutions и Sun Drops. Что такое Sun Drops? Sun Drops — это тот же солнцезащитный крем. И Anti-Pollutions Drops — это защита кожи от внешних факторов. Также он очень классно защищает, вот, например, от Blue Light. Blue Light — это имеется в виду телефоны, которыми мы пользуемся, телевизор, который мы смотрим. То есть от них всех идет свет. И это тоже очень сильно старит кожу, это уже доказано. И эта сыворотка как раз защищает. Это также очень классная сыворотка, когда кожа повреждена. Кстати, а вот этот солнцезащитный крем, который ты мне порекомендовала купить, как тебе этот бренд? Тебе он нравится в целом, этот бренд, либо только солнцезащитный крем у него хороший? Честно, это хороший бренд, он у нас используется тоже, все врачи Beverly Hills им пользуются. Это примерно стоит на уровне SkinCeuticals, IC Clinical и вот Skin Medica. Они где-то на одном уровне. Мне нравится именно солнцезащитный крем. Он не жирнит, он увлажняет, он такой прям нежный, легкий, то есть я не чувствую какой-то тяжести на лице, да, или белого покрытия, поэтому он мне так нравится. Он может быть 35 SPF. 35, они больше не делают. Ты считаешь, для лица этого достаточно? Да, 35 и 50 этого достаточно, тем более если мы вот живем, работаем, ходим в офис, гуляем, это достаточно. Я всегда сторонник того, что если ты едешь в отпуск, да, я не знаю, Гавайи, Майами, я все-таки сторонник SPF 50, но тут есть еще такой нюанс, что я еще сторонник того, чтобы на отдыхе много и долго не загорать не в правильные часы. Поэтому если ты загораешь в правильные часы, и ты приехала, и у тебя нет SPF 50, ты можешь пользоваться 35, но утром и вечером мы загораем только, поэтому это очень важно, это еще важнее для меня, чем солнцезащитный крем. То есть в правильное время мы никогда не остаемся в обед, никогда даже под подкрытием, разве что идем в сауну или кушать. Крем для тела анти-эйджинг у нас еще с тобой есть. За что я его обожаю? Именно за то, что я выхожу с ванны, с душа, и я вот так намазываюсь, и мне не надо, вот знаешь, именно растирать, потому что за 2 минуты, за 5 минут он исчез. Вообще, в целом, косметика Барбары, она, по-моему, не пахнет. Там нету ни одного ароматизатора, там даже нету эфирных масел. Да, мне на самом деле даже нравится тот факт, что у этой косметики практически нет запаха, что я это не чувствую, но зато у этой маски запах еще какой. Да, эта маска, я думаю, никому не секрет, наверное, знает весь мир об этой маске. Можно ее использовать в 2 разных способа. Как маску ты нанесла, через 20 минут смыла, также ее делают содой, размешивают, получают еще более такой сильный результат и эксфолиацию, и она уникальная тем, что она подходит практически каждому клиенту. Ну, я не стала бы ее наносить на поврежденную кожу, конечно же, но вот она подходит как нормальной, жирной, сухой коже, потому что она сильный анти-эйдж дает эффект, она очень сильно очищающая маска, и также она контролирует выработку подкожного сала, то есть она очень хорошая для даже акне клиентов. В этой маске просто содержатся дрожжи, фруктовые кислоты, молочная кислота, глицерин. Тут есть каолин, который очищает поры, как бы забирает с них загрязнения и контролирует подкожное сало. Дрожжи, почему они такие уникальные? Потому что они стимулируют обновление клетки, способствуют усиленному потреблению клетками кислорода. Поэтому дрожжи — это очень-очень хороший ингредиент, который тут есть. Также она увлажняющая, то есть она
она не будет высушивать, потому что там есть глицерин. Молочная кислота, она делает эксфолиацию, но она при этом тоже увлажняет даже сухую кожу. Главное, я бы не наносила эту маску под глазки. А вот эту маску, я ее ждала прям очень долго, ее, оказывается, сложно заказать почему-то. Я действительно в восторге от нее, я сразу помню твой восторг, как ты про нее рассказывала. Эффект у меня был такой. Во-первых, кожа прям очень мягкая, выравнивается тон кожи, причем мгновенно. Поры меньше видно, как будто контур лица улучшается. Вот этого я точно не ожидала от этой маски. Я думала, будет просто увлажнение, лицо как будто оно подтягивается вверх. Ты знаешь, это на самом деле даже так. Почему? Потому что маска забирает отечность, и поэтому ты даже можешь видеть сразу после нанесения, как улучшение овала, кровоток и лимфоток. Она еще работает вот так, мы можем показать это зрителю. Тут есть две части, которые мы смешиваем, получаем химическую реакцию, как в пенку она превращается, потом мы наносим ее на лицо, мы можем ее даже держать 40 минут, 30 минут, сколько мы хотим, мы можем ее даже закрыть пленочкой пищевой, да, и потом мы просто ее смываем. Кстати, вот чтобы выбрать правильно косметику, конечно же, нужно знать свой тип кожи, потому что уже отталкиваясь от этого, ты выбираешь себе продукты, если ты неправильно определил тип кожи, ты, соответственно, выбираешь неправильный уход, и тебя потом сыпет, и начинаются проблемы с кожей. Казалось бы, такая базовая, простая вещь, но, к сожалению, не все этого придерживаются, и не все знают свой тип кожи, не умеют правильно определить, поэтому еще раз напомни, пожалуйста, как правильно определить свой тип кожи. Самая, наверное, большая ошибка, когда люди идут в маркет и покупают себе, сами подбирают продукты. Вот, например, сухая кожа, там недостаток жира в коже. То есть, да, мы не видим пор, нет вот этой выработки подкожного сала, кожа зачастую стянутая, сухая, причем, что она сухая везде. То есть не на Т-зоне или где-то там, а примерно везде. Она очень тоже может быть реактивная на разные факторы, то есть ветер, солнце. Стареет раньше. Почему? Потому что нет у нее подкожного своего жира, то есть нет вот этого лубриката, и зачастую мелкоморщинистый тип старения у людей. Мы можем это видеть, иногда это называется, знаешь, как испеченное яблочко, вот такой вот вид женщины, когда она вся такая морщинистая, 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 как будто хочется ее напитать и увлажнить. Вот это сухая кожа. Как мы можем это понять? Это то, что практически отсутствуют поры. Тут свои как бы и преимущества, и недостатки идут, получается. Вроде бы у человека, возможно, меньше склонности к акне, меньше пор, кожа более ровненькая, но в то же время у человека она будет быстрее истончаться, и сушаться с возрастом. Да, и более, наверное, еще более чувствительная, наверное, к солнцу тоже, я думаю. Тоже очень реагирует вот на зиму, на мороз, да, она тонкая, такая вся нежная, даже может просвечиваться вот сосуды, то есть она видно, что тонкая сухая кожа. И часто люди, когда идут покупать и выбирать себе продукт, они могут спутать. Вот, например, у них может быть кожа жирная, а жирная кожа — это расширенные поры, это когда очень много идет выделения подкожного сала. У нее есть тоже такой нюанс, она не стареет быстро, но она может провисать. И это зачастую люди с постоянным блеском на лице, люди с расширенными порами. И на щечках их может сушить, да? И они могут идти в магазин, выбирая продукт, могут думать, что раз их сушит, значит у них сухая кожа. И покупать продукты для сухой кожи. И это очень неправильный подход, потому что они так могут себе навредить. Зачастую продукты для сухой кожи, они в себе совмещают очень такие питательные вещества. Это то, что нельзя жирной коже, потому что жирная кожа, она нуждается в воде. Чем больше ей воды дай, тем больше она будет здоровее. Но если ты будешь наносить на нее продукты с сухой кожи, она будет страдать, поры будут закупориваться, будет высыпание, потому что нечем ей дышать, она забитая. И поэтому она требует совсем другого подхода. Это тоже очень важно помнить. И масла, кстати, насколько я знаю, тоже для жирной кожи. Смотри, маслам рознь. Я как бы не против масел, но да, на жирную кожу не стоит там каждый вечер наносить оливковое масло. Да, оливковое масло, оно прекрасно, но жирная кожа не хочет очень много масла, она хочет больше воды. Это называется water soluble product, когда все формулы в кремах на водяной основе. Также у нас есть комбинированная кожа и нормальная. Нормальная кожа — это самый редкий тип кожи, это практически 20-15%. Это очень хороший такой ровный тон лица, это умеренность пор. Они практически
практически незаметны, но они могут где-то присутствовать. Она как матовая, знаешь, то есть к ней там сильно не придраться. И это такая кожа, если ты даже на нее нанесешь масло, ты ей не навредишь. Нанесешь больше воды, супер. Ну, то есть это идеальная кожа. Следующее — это комбинированная кожа. Комбинированная кожа зачастую, как все всегда, наверное, слышали, это когда у нас Т-зона жирная, с расширенными порами, а где-то, например, на щеках, под глазами, например, на суше. То есть это всегда, то есть комбинация двух состояний кожи, да, если так очень просто говорить. Как определить свой тип кожи? Самый идеальный вариант — это пойти к профессионалу, и чтобы профессионал, косметолог определил твой тип кожи. Но если это делать дома, самое главное, это, в принципе, нужно смотреть на состояние пор. Насколько у тебя поры расширены и насколько идет продукция подкожного жира. Есть еще такое понятие, очень часто люди путают, называя свою кожу чувствительной кожей. Это неправильно, потому что это состояние кожи. То есть есть типы кожи, это сухая, нормальная, комбинированная и жирная, но состояние кожи это другое. Любой из этих типов может быть чувствительным. Поэтому тут очень четко надо понимать, какой тип кожи и какое у нас состояние. Потому что состояние у нас может быть раздражительное, чувствительное, у нас может быть пигментация, у нас может быть акне. Поэтому это надо четко различать. А как можно понять, что у тебя акне? Я имею в виду, насколько сильно должно быть акне, чтобы ты сказала, что вот у меня акне? Потому что прыщики-то бывают у всех, даже у человека с нормальной, хорошей кожей тоже бывают прыщики. Да. 1-2 воспалительных элемента – это не акне. Воспалительных элементов становится больше, и они не проходят. То есть ты пользуешься спот-тритментом, но они не проходят, они могут разрастаться, они могут быть очень близко друг к другу. Ты это увидишь, ты видишь это состояние, что чем бы ты ни пользовалась, ничего не помогает, только все расцветает и цветет. Тогда уже стоит задуматься, чтобы сходить к косметологу и спросить, что вообще происходит в твоем лице. Так, вот я принесла еще такое приспособление, которое тоже купила по твоей рекомендации. Расскажи про эту лампу. Это гениально, это просто гениально. Я всегда говорю, если вы хотите сделать кому-то супер шикарный подарок и подружке или себе на будущий такой анти-эйдж уход, всегда вместо маски покупайте лампу. На самом деле я не сильно должна, наверное, всем советовать, потому что это мой профессиональный уход, который я делаю клиентов у себя в кабинете, но иногда люди не понимают, как она работает. Вот когда я ее делаю в кабинете и ставлю свет, им кажется, ну окей, ну на меня светит, и что, я за это деньги должна платить, что на меня что-то светит? На самом деле эта лампа, это не такой простой свет, как мы все думаем. Конкретно LED, как это все было придумано, это было придумано НАСА. Коротко, простыми словами, когда космонавты летали в космос, от LED света заживлялись ранения. И это очень много о чем говорит. Вообще этот цвет, красный свет, проникает в глубокие слои кожи. Он работает на клеточном уровне, он стимулирует фибробласты, и фибробласты стимулируют коллаген и эластин. Это такое антиэйджинговое действие. В этой лампе также есть уникальное свойство, то, что она борется с воспалением. А воспаление, как мы уже говорили, это старение. Поэтому так важно остановить воспаление. Тут есть красный лайт, который самый глубоко проникающий свет. Тут есть голубой цвет тоже, но это голубой цвет не тот голубой, который влияет на нас негативно с наших телефонов и с наших телевизоров. Это цвет, который лечит. Он борется с акне, потому что он убивает бактерию. Юля, что бы ты посоветовала девушкам, какие рекомендации вот, от косметолога? Наверное, самый большой секрет – найдите своего косметолога. То есть найдите реально человека, которому вы доверяете, и просто доверьтесь ему. Вот по-настоящему. Почему? Потому что иногда люди хотят сэкономить, то есть идут, сами покупают косметику, сами подбирают уход, сами решают, что им делать. А косметолог, вам иногда кажется, что он вам то косметику хочет продать, то еще что-то, но он экономит ваши деньги, напишет протокол, подберет уход, расскажет, почему, что и как происходит, и вам будет намного легче. Вы будете пользоваться правильным уходом, вы ставите цель, и вы идете к этой цели. Найдите и просто доверьтесь, расскажите свою философию, расскажите, как вы видите, смотрите, конечно, на доктора, как он сам выглядит, нравится вам это или нет, и просто идите так рука об руку, или как это называется, вот по жизни, и ухаживайте за собой, потому что, ну, для женщины это очень важно, я считаю. Юль, спасибо тебе большое за то, что ты сегодня пришла и поделилась такой ценной, интересной информацией с нами, потому что лично я узнала для себя много нового и уверена, что мои подписчики тоже узнали много
нового. Спасибо и тебе за то, что ты меня пригласила сегодня. На этом мы будем уже заканчивать. Ребят, обязательно ставьте лайк. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно тоже сделайте это. А мы скоро увидимся. Пока! Пока!